Друзья, здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим, что такое междометие, эмоциональные императивные, этикетные междометия, а также что такое звукоподражательные слова. Междометие – это особая часть речи, которая объединяет слова, выражающие чувства, побуждения к действию или являющиеся формулами речевого общения или речевого этикета. Междометия не являются членами предложения и не изменяются. Междометия не входят в самостоятельные или в служебные части речи. В предложении междометия обособляются запятой или восклицательным знаком. По происхождению междометия бывают первообразные. Эти междометия не связаны с другими частями речи. Состоят из одного-трех звуков, которые могут повторяться, например, ух, фи, ой, ой. Заимствованные. Это междометия, которые пришли к нам из других языков и представляют собой иностранные слова. В основном это эмоционально окрашенные восклицания. Например, брависсимо, алло, баста, швах, айда. Производные. Это группа междометий, которые произошли от частей речи, существительных, глаголов, наречий. Сюда же относятся устойчивые словосочетания, используемые в качестве этикетных фраз или для выражения эмоций. Также существуют междометия, которые образовались от глаголов, например, «здравствуйте», «извините», «смотри», от существительных «господи», «батюшки», «беда», «крышка», «ужас», «кошмар» и от наречий «полно», «здорово», «довольно». Разряды междометий по значению. Эмоциональные междометия, выражающие чувства, это радость, сожаление, восхищение, отвращение и так далее. Они могут быть как простыми, так и составными, из нескольких слов. Императивные или побудительные междометия, выражающие побуждение к действию, призыв или, наоборот, запрет на действие. В эту же категорию входят и те звуки, которыми обычно зовут животных. Этикетные междометия для вежливого обращения, которые помогают обозначить приветствие, прощание, благодарность, просьбу и так далее. Рассмотрим разряды междометий. Эмоциональные. Это вау, ах, батюшки, боже, мой, увы, огу, фу, гм, вот тена, браво, черт возьми и так далее. Они передают эмоции. Императивные или побудительные. Они передают зов или отклик, например, алло, эй, эгей, ау. Запрет, побуждение к действию, например, с, ну-ка, айда, стоп, баста, чур, цыц. А также способы управления животными. Кис-кис, но, цып-цып, кыш. Этикетные слова. К ним относятся спасибо, извольте, привет, пожалуйста, до свидания. Рассмотрим, что такое звукоподражательные слова. Необходимо отличать междометия от звукоподражательных слов. Они передают звуки живой и неживой природы. Междометия придают тексту эмоциональную окраску, а звукоподражательные слова лишь передают звуки. Например, апчхи, ха-ха, хо-хо, мяу, хрю-хрю, ку-ку, гав-гав, ква-ква, кря-кря, бах, хлоп, щелк и тому подобное. Они передают звуки живой и неживой природы, но не передают эмоциональную окраску. Сегодня мы разобрали еще одну интересную тему. Обязательно напишите в комментариях свои вопросы и пожелания. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!